So Igelösa is mostly known as a medical research center. На самом деле, Игелёса известна по всему миру в первую очередь как медицинский исследовательский центр. And we focus on heart and lung surgery. И мы фокусируемся на основную зону нашей работы, в частности, это на хирургию, которая связана с сердцем и легкими. And we have developed a few new methods and innovations that make all the big hospitals in the world come visit us. На самом деле, мы разработали некоторые инновации, некоторые технологии, которые пригласили и привели в наш центр ученых и исследователей со всего мира. So every month or sometimes every week we are visited by the biggest hospitals in America, including the Harvard University, Cleveland Clinic and Mayo Clinic. И фактически каждый месяц, а иногда и каждую неделю к нам приезжают делегации из таких масштабных научных центров и больниц, как в частности, к примеру, Гарвардская больница, одна из самых крупных больниц в Соединенных Штатах Америки. Centers from Australia travel here. Непосредственно делегации из медицинских центров в Австралии приезжают также в Игелёсу. We cooperate with several hospitals in China. Мы сотрудничаем с некоторыми больницами в Китае. And of course all the big ones in Europe. И, разумеется, с самыми крупными медицинскими центрами в Европе. So today we have a group of Oriflame. Итак, сегодня у нас с нами группа из Oriflame. I hope that you feel that you are in a good company. Я надеюсь, что вы чувствуете, вы находитесь в самой хорошей компании. Ой, чувствуем, Да. мурашки. So how many have been here before of you? Сколько из вас было здесь до сегодняшнего дня? I recognize a few of you, okay. Мне кажется, я даже помню некоторых из вас. So I will start to talk about cardiac arrest today. Я хотела бы начать нашу сегодняшнюю с вами беседу разговором о остановке сердца. And for many years we studied what happens when the heart stops. В течение многих лет мы изучали ситуацию, которая происходит с человеком, с сердцем, когда оно останавливается. And the reason were that we, of course, wanted to save those people's lives, but if we couldn't save the lives, we wanted to save the organs, so we could use the organs for transplantation. Разумеется, первой нашей целью было всегда сохранить жизнь пациента. Но если жизнь сохранить уже не получалось, то нашей следующей основной целью становилось сохранить сердце, сохранить орган для того, чтобы спасти другие жизни. But we made some unexpected findings in the physiology. И на самом деле у нас получилось узнать довольно интересные открытия в физиологии. So if you imagine the heart like a muscle that pumps blood around the body, blood flows into the heart and it pumps it out again, and it goes around like this. Если вы представите сердце как большую мышцу, которая сокращается и которая фактически заставляет нашу кровь циркулировать по всему организму, This is called blood circulation. это называется циркуляция крови. And if the heart suddenly stops to beat, it was always believed that blood circulation also stops. Считалось, что если сердце останавливается, то и циркуляция крови тоже точно так же моментально останавливается. But we were surprised to learn that circulation continues for a few minutes and gradually fills up the heart with blood. Но мы были просто поражены обнаружить то, что когда сердце останавливается, циркуляция крови продолжается еще в течение 5-6 минут. И фактически поток крови наполняет сердце. Человек не умер. Нет, человек нет. Сердце остановилось, кровь продолжает наполнять камеры сердца. This takes about 5-6 minutes. 5-6 минут. And then the heart becomes like a water-filled balloon. И так как кровь наполняет сердце, оно уже не бьется, то сердце превращается по виду как шарик, наполненный кровью, наполненный жидкостью. And in this condition, it's very difficult to use defibrillation or electric shock to start the heart. И в таком случае уже очень сложно использовать дефибриллятор для того, чтобы восстановить сердечный ритм. But on the other hand, if we could empty the heart, and surgeons, they can just take a glove and they can just massage the heart so it becomes flexible, and then use defibrillation, then it could start to beat more often. При этом, если есть возможность, скажем так, опустошить сердце от этой излишней крови, если мы говорим о ситуации на хирургическом столе, то у хирургов есть возможность просто рукой начать массаж, прямой массаж сердца, избавить сердце от лишней крови, да, и использовать уже дефибриллятор. So we describe this method in the scientific journals, published and traveled the whole world to talk about this. Мы описывали данную ситуацию, данный метод в большом количестве научных публикаций. Мы путешествовали по различным международным научным конференциям для того, чтобы рассказать об этой физиологической ситуации. Это на что, ребра ломать, что ли? Нет. Слушайте внимательно, все слышите. So we have described the problem and we understood the solution, and now it was time for the invention.
Мы понимали проблему, и у нас было решение. И теперь пришло время как раз для того, чтобы изобрести инновационный продукт. And Igelösa, we don't produce any products, we don't sell any products. На самом деле в Игелёсе мы не производим никаких продуктов, мы ничего не продаем из товаров. Instead, we cooperate with industry to do this. Мы сотрудничаем с международными центрами производства для того, чтобы изобрести инновационные продукты. And together with a Swedish new started company called Jolife, we developed this device, medical device. Вместе со шведской компанией YouLife мы изобрели этот прибор. And this is like a robot that will do compressions, mechanical compressions. Фактически это робот, который может совершать механическую компрессию сердца. And it's easy to operate. Очень просто им пользоваться. If you imagine a patient with cardiac arrest on the floor, Представьте, slide this plate behind the back, что на полу лежит пациент с остановкой сердца, под спину помещается данная деталь, connect the device ставится like прибор, this. You start it up, мы начинаем, включаем его, Ай, как and вафля. we do как this. он, как убираем. он осуществляет механическую компрессию на сердце. Just like you do it like this. Получается, он ее Как поднимает. будто бы вы делали это руками, но But the difference is that Lucas never gets tired. разница только в том, что Лукас не устает никогда. And you can transport the patient on a bed while this is still working. This is difficult if you should run Вы and do it. можете фактически транспортировать пациента до больницы, используя данный продукт. Если бы мы делали это вручную, то пришлось бы бежать за носилками, и качество, разумеется, было бы немножко другое. In the ambulance, the paramedics can sit down with a safety belt on. На самом деле, медики в скорой помощи могут даже сидеть пристегнувшись, пока этот аппарат работает, While this is still working. пока он все еще работает. In the special patent was this suction cup you see here. И на самом деле отдельно запатентованная вот эта деталь, которая осуществляет вакуумный массаж. And when you place this on the, cut off the clothes and place it on the chest, it creates vacuum and presses down the chest and also lifts back up the Потому chest. что когда мы располагаем данный прибор на открытой грудной клетке, на голой груди, оно осуществляет непосредственно вакуумный подъем грудной клетки и помогает человеку дышать. Они для скорой помощи или для клиники вот эти приборы? Приборы, Разумеется, они и для скорой, и для клиники, но основная цель их, разумеется, скорая. Для транспортировки пациента. В России у нас этого нет. In 2011, the whole company was sold to Medtronic in America. А в 2011 году данная компания была перекуплена американской производственной компанией. And since then, it has been spread to most countries in the world. И с тех пор данный продукт, данный инструмент был отправлен в огромное количество стран по всему миру. The question was, do we have this Lucas in Russia? I believe so, absolutely. Возможно, да. Because today there are more than 20,000 devices out in the world. В мире на данный момент работают более 20 тысяч And подобных every приборов. minute and a half, there is a Lucas working, saving life someplace in the world. И на самом деле каждые 1,5 минуты в мире где-то используется данный аппарат, где-то он спасает жизни пациентов. Because Stиг is a professor of Lund University, when it was named, it was called Lucas, and Lucas is an acronym for Lund University Cardiopulmonary Assist System. И на самом деле, если вы удивляетесь, почему прибор называется Лукасом, все очень просто. Так как Игелёс является частью Лунского университета, то продукт получил название Лунский университет кардиокоронарной хирургии. And if you look for it on the internet, you'll find thousands of stories. Если вы посмотрите в интернете, вы узнаете огромное количество историй, связанных непосредственно с этим аппаратом. But I said before that the main field of research that we are mostly famous for has to do with transplantation. Как я уже говорил изначально, основная работа, которой занимаются ученые в Игелёсе, связана непосредственно с трансплантологией. And in transplantation, one of the biggest problems is the short time you have. И в трансплантации самая большая проблема – это время. In lungs, maybe from a patient suddenly dies, the donor, and then you transport it to the recipient.
maybe between 4 and 6 hours. Если мы посмотрим на легкие, к примеру, сколько они могут существовать в процессе от передачи донора к реципиенту, не более 6-4 часов. And the lungs are often damaged. И чаще всего легкие находятся уже в непригодном состоянии. When you try to save the life, the dead patient or the dying patient, the blood pressure drops, and then you give a lot of fluid to uphold the pressure, and that fluid goes immediately to the lungs. Например, когда у нас ситуация, когда пациент находится при смерти, мы вкачиваем огромное количество жидкости для того, чтобы вернуть его в нормальное состояние. И эта жидкость в первую очередь идет в легкие и разрушает их. And the lungs get damaged. It's called edema. They get edema. Называется это эдема легких, когда в легких находится жидкость. So 80% of the Все lungs, вопросы после презентации, простите. 80% of the lungs that we come into the hospital, we turn them down. We can't use И them. фактически 80% всех легких для трансплантации, которые поступают в больницы, они уже не пригодны для операции. So Stиг and his research team has developed a method to take care of the lungs outside the body for 24 hours. И Стиг и его команда разработали потрясающий инновационный метод, который позволяет сохранять жизнеспособность легких на протяжении 24 часов вне тела донора. And this method is called ex vivo. That means outside the body. Ex vivo lung perfusion. И этот метод называется ex-vivo трансплантация легких, от слова латинского ex-vivo вне жизни. And this method gives the doctors the possibility to evaluate the organs more objectively and also to recondition them. И на самом деле данный метод позволяет не просто сохранять легкие на протяжении 24 часов. Этот метод дает время нашим хирургам для того, чтобы у них была возможность посмотреть и оценить легкие. И, возможно, где-то даже сделать их, мягко говоря, починить их. And Очистить, починить. this is mainly done by a specially patented solution, which is called Stena solution. И на самом деле есть специальное средство для того, чтобы вернуть легким их рабочее состояние. Называется это раствор Стена. And it's like artificial blood with some molecules that create pressure that retracts the edema or the fluid away from the lungs. Помните, основная проблема, почему легкие становятся непригодными, это жидкость в легких. Так вот, раствор Стена похож на кровь по своему составу. Его закачивают в легкие, и этот раствор выводит из легких вот эту лишнюю воду, то есть вновь делает их жизнеспособными. In this way, you can give the doctors more time and to make an objective evaluation. And in many cases, lungs that were turned down can actually be used. И на самом деле это дает хирургам большее количество времени. И благодаря данному методу, благодаря раствору Стена, многие легкие, которые изначально были признаны не жизнеспособными, не пригодными для дальнейшей трансплантации, именно этот метод, этот способ помог их вернуть к жизни. So you see here a set of lungs that are lying in a system outside the body. Видите, здесь легкие, легкие, которые лежат на столе вне пациента. And this is a picture from Lund University Hospital in the year 2000. И это фотография от 2000 года в университете Лунда. When Stиг is transplanting lungs that were evaluated. It came from a cardiac arrest victim who was in Lucas. You couldn't save the patient, and then you could take the lungs. That was the first in the world. Это была первая в мире трансплантация легких, которая была сделана от донора, который погиб от остановки сердца, который был, кстати, этот донор был перевезен в больницу с помощью, доставлен живым в больницу с помощью Лукаса. И это первая трансплантация легких новым способом, новым методом. And after this was published, all the big transplant centers traveled here to learn about this method. И, разумеется, после этой первой операции все ведущие центры медицинские мира привезли сюда свои делегации для того, чтобы перенять опыт, для того, чтобы использовать новый метод, разработанный Стигом Стеном. And in 2013, this method, ex vivo lung perfusion, was named top 10 medical innovation in the world. И в 2013 году данный метод трансплантации легких занял одно из 10 мест самых перспективных, самых инновационных разработок в медицине в мире. What is very exciting for us is that we did this with the aim of increasing the available organs for transplantation. Для нас самое ценное то, что мы помогаем увеличивать количество времени, которое можно использовать для трансплантации органов внутренних. But with this new method, completely new thinking,
can be allowed. Но, используя данный метод, мы можем посмотреть совершенно по-другому даже на привычные нам методы лечения. And in the United States of America today, among the biggest hospitals there are two research fields ongoing at the moment. И в частности, благодаря данному методу трансплантации, в Соединенных Штатах Америки сейчас развиваются два отдельных направления в лечении болезней легких. Both use our method. Оба направления используют метод, скажем так, лечения легких вне тела человека. But in one research field, it has to do with lung cancer, when you operate out cancer lungs and keep the patient in a heart-lung machine, and then you radiate the lungs and try to kill the cancer before you retransplant the healthy lungs back again. В частности, одно направление, которое связано с лечением раковых больных, у которых прогрессивная стадия рака легких. Что происходит? Благодаря данному методу легкие извлекаются из тела пациента, затем они оперируются отдельно, извлекается опухоль раковая, и проходят они облучение такой величины, что человек с таким радиационным излучением просто бы жить не смог. А легкие отдельно от тела человека получают эту дозу, и затем уже легкие возвращаются непосредственно в тело пациента. And the other, it's amazing. The other field is with lung infection. When you do the same thing, operate out the lungs and you flush very high doses of antibiotics that would make you deaf or blind or even kill you if it was in the body. But you isolate the lungs, clean the lungs and retransplant them. И второе направление медицины, которое использует данный метод, это лечение инфекций легких, когда точно так же легкие извлекаются из тела пациента, и в них закачивается такое количество антибиотиков, которое, в принципе, могло бы ослепить пациента, сделать его глухим или, в принципе, убить его, такая доза. При этом легкие отдельно гораздо быстрее справляются с этой инфекцией, и затем они возвращаются вновь в тело пациента, где он уже восстанавливается от болезни. So the most recent research, we have spent more than 20 years, but the most recent research was within heart preservation. И, разумеется, мы занимаемся подобными исследованиями уже более 20 лет, и самая последняя инновация, которая разработана нашими учеными, касается непосредственно методов транспортировки сердца донорского. And when you transplant a heart, you have even shorter time, only 4 hours. Когда мы перевозим сердце, то у нас еще меньше времени. У нас не более 4 часов на перевозку сердца. And then you take out the heart, put it in a bag of ice, and you rush to the hospital. Как обычно это происходит? Сердце от донора кладется в специальный контейнер со льдом, и у команды трансплантологов есть очень мало времени, чтобы добраться от донора к реципиенту. And for every hour, the heart gets weaker and weaker. И, разумеется, с каждым последующим часом сердце становится все слабее и слабее. So we have developed a new system where we can take care of the heart for more than 24 hours. А мы разработали новую систему, новый аппарат, который позволяет сохранять жизнеспособность сердца вне тела донора в течение 24 часов. And we cool it down a little bit to 8 degrees, and we provide oxygen, hormones, blood, everything. Фактически мы охлаждаем сердце до 8 градусов. Данный аппарат позволяет добавлять оптимальное количество кислорода и гормонов, которые помогают сердцу сохранять жизнедеятельность. And this here you see is a prototype. It's not used. This is a prototype. Вот это на самом деле это не сам аппарат, это его прототип, то что вы видите. Where we will place a sterile single unit and a heart and put fluids into it. Разумеется, сюда помещается индивидуальный контейнер, в который накачивают специальную жидкость. Туда же помещается сердце. It's not so much to see here now, but the dimensions are big enough so you can place it on an airline seat. И на самом деле еще одно преимущество данного аппарата это то, что его размер позволяет вместить его на любое пассажирское сиденье самолета. Because we hope in the future we can travel globally with organs. И мы надеемся, что в будущем у нас будет возможность путешествовать по всему миру с органами. I personally believe this will be the biggest contribution from Igelösa. И я на самом деле сам абсолютно уверен, что именно этот аппарат будет самым большим инновационным достижением, которое сделали исследователи в Игелёсе. But I also want to talk about the third very important field of research, which is lifestyle research. Разумеется, я хотела бы еще поговорить с вами о третьем важном направлении, которое разрабатывается в стенах Игелёсы. Это, разумеется, питание и здоровый образ жизни.
And a very commonly asked question is, why are surgeons who can do all of this, why are they so interested in something as simple as food? На самом деле часто задаваем вопрос, почему ученые, которые занимаются такими серьезными вопросами, как трансплантация, хирургия, почему их интересует такой, казалось бы, банальный, простой вопрос, как питание? We started with food research 20 years ago, Мы начали исследовать данный вопрос более 20 лет назад. and the reason is that patients who are waiting to receive new lungs, they tend to become very weak. И на самом деле вся причина заключается в том, что пациенты, которые ожидают своей очереди на трансплантацию легких, они очень быстро теряют силы, теряют вес. And if they lose too much weight, they cannot be operated on. The wounds will not heal. А если они потеряют чрезмерное количество веса, то их просто исключают из списка на пересадку, потому что на самом деле никакие швы, никакие раны на них не заживут. So there are lots of challenges to keep them in a good condition, so we can offer them lungs. И на самом деле очень сложно поддержать их в том оптимальном состоянии, чтобы еще и легкие им пересадить. But you can't just give them any type of food. И, разумеется, им не подойдет любая еда. If you give them too much cream or sugar or fat, that will be combusted into water and carbon dioxide, which they have very stiff lungs. It's difficult to get rid of. На самом деле, если они будут употреблять большое количество сахара или жиров, то биохимические процессы превращают данные продукты в углекислый газ и в воду. И фактически им будет очень сложно дышать. That means that if they eat incorrect, they can go into coma. На самом деле, если они будут неправильно питаться, здесь все очень серьезно, они могут в кому впасть. So we included a nutritionist into the team of surgeons and started to develop a tool, helpful tool for this patient group. И именно для того, чтобы сохранить жизнь, сохранить состояние для таких пациентов, мы включили в нашу команду диетолога. And we wanted it to be high in nutrition but low in calorie. Мы хотели, чтобы мы могли разработать продукт, который будет нести высокую который будет действительно очень питательным, при этом низкокалорийным. Because they can only eat small portions. Потому что пациенты могли принимать только небольшие порции еды. We wanted it to be able to drink because many are so weak that they can't even chew. Более того, мы хотели, чтобы данный продукт можно было употреблять в жидком состоянии, потому что для многих пациентов было сложно, в принципе, жевать пищу. And we wanted it to be as natural as possible because many get so much medication, chemical medications. It should be natural for the body. И, разумеется, мы хотели, чтобы продукт был максимально натуральным, потому что пациенты употребляли такое количество, огромное количество лекарств, что уже достаточно было химии в их организме, и мы хотели сделать продукт максимально натуральным для пищеварения. And we wanted it to be slowly absorbed in the body. И, разумеется, мы хотели, чтобы продукт усваивался максимально медленно. And the reason was to control the carbon dioxide production. И это помогло бы нам контролировать производство углекислого газа. So we spent more than 8 years of testing and developing this formulation. У нас заняло более 8 лет для того, чтобы провести все различные тестирования, исследования, разработку формулы. And much of that work was done in this very room. И на самом деле большая часть работы над продуктом была сделана в этой как раз комнате. Using that blue chair over there. Используя вот то голубое кресло. And then our research and development kitchen with Matt and those people cooperated much with this medical clinic. И затем, разумеется, нам на помощь пришла наша кухня, которая находится в данном центре. С помощью Мэтта, его коллег, мы смогли непосредственно работать вместе. And we used many healthy test persons. И, разумеется, мы использовали большое количество волонтеров. Because their bodies react more or less the same. Нам было важно посмотреть на то, как реагирует человек на продукт. If you research directly on patients, they have so many medications that it becomes И почему нам нужны были волонтеры? Почему мы не могли взять наших пациентов? Потому что у пациентов такое количество медицинских препаратов в крови, что нам было очень сложно бы понять, как действует наш продукт, или это какие-то побочные действия от лекарства. Поэтому мы использовали волонтеров. So, again, we found something a bit surprising. И вновь мы встретились с неожиданным открытием. Because now many of the test persons reported that they felt very satisfied and little or no sugar cravings. На самом деле, те волонтеры, которые участвовали в исследовании, мы вскоре узнали от них, что они получали очень быстрое насыщение от еды. Они перестали хотеть сахара. And many got more energy. И у многих наблюдался всплеск энергии. And felt less tired. Они начали чувствовать себя гораздо менее уставшими. And many start to eat a bit smaller portions and
some who were a bit overweight started to lose weight. Многие из них начали довольствоваться гораздо меньшими порциями еды, а те, у кого были проблемы с весом, начали его терять. And around this time, Robert of Jokknik came to Igelösa with a doctor friend the first time. И приблизительно в то же самое время Стен посетил Игелёсу вместе со своим другом. And they had heard about the place and wanted just to see what it was. Роберт Афьёкник знал об Игелёсе, он хотел просто на самом деле приехать и посмотреть, что же это за место. Какой год это был? What year it was? 2006. Это был 2006 год. Yeah. So when he heard about this most recent research within nutrition and food, he realized this could be something for Oriflame. Когда Роберт Афьёкник услышал о данном исследовании и посмотрел на первые результаты, у него появилась идея о том, что данное исследование может быть очень перспективно в рамках работы компании Oriflame. And of course, I think you realize that I was talking about the history of natural balance И, shake. разумеется, я думаю, что вы прекрасно понимаете об истории какого продукта я вам сейчас рассказываю. Разумеется, об истории коктейля Natural Balance. And we often say that this meeting in 2006 was the seed that made Igelösa grow into becoming the home of wellness by Oriflame. Мы часто говорим, что именно эта встреча в 2006 году стала точкой отправления сотрудничества ученых Игелёса и Oriflame. So, I said before that we had a lot of other guests. We do research and also a lot of education here. Я уже упоминала вам, что к нам приезжает огромное количество гостей. Мы проводим обучающие лекции, информационные. And besides transplantation teams and colleagues, we also need to educate other parts of society. И, разумеется, помимо исследователей и трансплантологов, нам очень интересно рассказывать о наших инновациях, в принципе, всем перспективным слоям населения. Here are 4 examples. The first picture here, you see the Lucas. This is a picture of top politicians, business people, engineer professors, and also donors of research money. И, разумеется, те фотографии, которые вы сейчас видите на экране, здесь у нас известные политики, известные исследователи и, в принципе, меценаты, которые жертвуют большое количество денег на исследования. Папа Римского нет здесь? Over here you see the Swedish Queen Silvia. Как видите, королева Сильвия. She's in front of, she was here occasionally when we had a course in lungs, so she's looking at the lungs in this box. Она посещала данное заведение Игелёсу не единожды, а несколько раз. Down here is Professor Alvin Roth from America. He's a Nobel Prize winner in economics. Здесь вы видите профессора Элвина Рота, Нобелевского лауреата по экономике из Америки. And he's done mathematical matching of donor organs. На самом деле именно